Вітаю, дорогенькі мої! Чим доросліші дітки, тим дорожчі в них забавки. Let's go побавимось по-дорослому. В сегодняшней части мы будем рассматривать, как устроен геотермальный зонд. Ну и, собственно, начнем его монтировать. Хотелось бы раскрыть некоторую часть интриги, что собой представляет в нашем случае геотермальный зонд. В данной ситуации это термосифон. Термосифон — это частный случай тепловой трубы. Как работает термосифон? Это запаянная трубка. Вот, допустим, вот представим, что это трубка здесь заглушена и здесь. Если мы из нее каким-то образом откачаем воздух и заправим туда, допустим, воду, что произойдет? Во-первых, здесь внизу скопится вода, вверху будет насыщенный пар. То есть, если мы к этой точке начнем подводить тепло, вода начнет кипеть при практически любой температуре. Это может быть 20 градусов, здесь 10, здесь 20. Да? Вода кипит, конденсируется, переносит тепло. И вот эта точка нагревается практически до той же температуры, при которой находится нижняя точка. То есть, а назад, то есть здесь вода конденсируется, и под действием сил гравитации она стекает по стенкам трубки в самый низ. При стекании по стенкам, если, например, вот здесь тоже будет подводиться тепло, то есть вода будет испаряться здесь, то есть по мере стекания, и обратно же здесь конденсироваться. Ну, и процесс будет проходить постоянно. Недостаток воды при использовании в термосифоне, то что, собственно, этот термосифон будет работать, там, грубо говоря, может до плюс 5, до 0 градусов. Я не знаю, это надо будет гуглить, если там кому интересно. То есть, но мы будем использовать не воду, а другой газ. То есть, как вариант, можно использовать хладагент. Любой из. То есть здесь, естественно, в трубке будет высокое давление, то есть в зависимости от температуры, там 1, 2, 3, 5 атмосфер. То есть можно посмотреть таблицы, которые это все показывают. Чем хорош вариант, когда термосифон находится под повышенным давлением, тем, что, во-первых, можно детектировать утечку, то есть путем обычного обмыливания. А если, например, это будет при пониженном давлении, когда, например, вода там кипит, может же кипеть и при плюс 50 градусах, то для того, чтобы она кипела при плюс 50, там должно быть там 0,1 или 0,2 атмосферы. То есть в этом случае, например, если происходит разгерметизация системы, то есть это через дырочку заходит туда воздух, и термосифон перестает работать. Вот. Вкратце, что собой представляет в нашем случае геотермальный зонд. То есть сейчас я покажу, как я его буду оформлять. Вы уже видели, что паялась трубка. То есть вот эта трубка, она имеет два конца. С одной стороны заправочный клапан Шрёдера. С другой стороны припаяна резьба полдюймовая, на которую мы будем ставить переход полдюйма на 16 миллиметров металлопластиковой трубы. Я взял усиленные эти переходы, или как они там, муфты называются, по-моему. Сначала меня смущало, что здесь видно, что эта муфта состоит из двух частей. То есть видно, что одна часть, вторая. Но я с этой стороны открыл. Здесь все четенько, видать, они спаяны, а потом, собственно, проходятся резцом и зашлифовываются. То есть не видно, что эта штука состоит из двух частей. По идее, вот она, все увидел. Вот она одевается. То есть вот можно разъединить, то есть она достаточно
должна получиться герметичной. Ну, жизнь покажет. Если что, будем их менять. Так. Беру силикон. Размазываю его по резьбе. Ну, вернее, герметик. Силикон — это частный случай. Беру мою любимую паклю. Наматывай. Метод с паклей показал свою надежность. Все вот эти фун-ленты и прочая лабуда работает значительно хуже. Может, правда, надо с ними научиться работать, чем силикон плюс пакля. Дома вся система отопления смонтирована таким образом. Пока что ни один шов не потек. Ну, вот так. Сейчас все сделаю таким образом и продолжим. Так, вот начал подсоединение этих самых пластиковых труб, металлопластиковых. Что нужно отметить вот в этой конструкции из удобного, то что вот достаточно легко раз одели, и потом только подводишь, выгибаешь соответствующим образом, и раз, и оно село. Ты зажал, вот, то есть класс. По сравнению с тем, что это самое обычное, удобнее. Я не знаю, насколько будет лучше работать, и будет больше проблем или нет, не знаю. В общем, посмотрим. Да, следует обратить внимание, что все трубки должны быть под уклоном. Уклон должен быть, собственно, туда, в землю. Если будет обратный уклон, естественно, будет там скапливаться жидкость. Я загибаю. Я думаю, в конце монтажа я сделаю видео, как оно будет выглядеть. Получилась вот такая конструкция. Вот так. Вид сверху. Провода будут окультурены еще. Вернусь к вопросу о термосифонах. В общем, возникла дилемма. Чем заправлять термосифон? Как я уже говорил, желательно, чтобы термосифон был под избыточным давлением. А в нашем случае диапазон температур, при которых будут работать эти термосифоны,
будет в районе, ну не знаю, минус 10 это, наверное, самый минимум, и то маловероятно. Ну, будем считать от минус 10, где-то до плюс 10, плюс 20 градусов. Чем заправить? Вот репу чесал. Если заправлять, сначала была мысль заправить обычным пропан-бутаном, да, но тогда бы работал в основном пропан, а бутан был как этот самый, как фракция, которая там болтается на дне термосифона и ни хрена не делает. Но пропан получается при плюс 10 градусах уже 4, по-моему, атмосферы. Ну, достаточно высокое давление. Ну, и то же самое касается фреонов типа R22 и прочих. Сначала, потом думаю, может бутаном заправить. Но у бутана недостаток, как на мой случай. Дело в том, что он начинает кипеть при атмосферном давлении при температуре минус 0,5 градуса. То есть, если по какой-то причине у нас в термосифонах снизится температура, получается, будет давление ниже атмосферного. Не нравится мне эта штука. И потом великий холодильщик Роман Александрович, вы в дальнейшем с ним познакомитесь, подсказал мысль. Говорит, так есть же изобутан, а это этот самый так называемый R600A, который можно купить в чистом виде, уже в баллонах, ну, за вменяемые деньги. Там 200 с чем-то гривен, по-моему. В общем, я его выбрал, я почитал. Дело в том, что получается кипеть при атмосферном давлении он начинает при минус 10. Вообще идеал. При плюс 10 у него 2 атмосферы, ну, абсолютного давления или одна избыточного. В общем, как на мой взгляд, и тем более безвреден для озонового слоя. По моим подсчетам, в трубку нужно заправить по 25 грамм этого хладагента. Это примерно получится в каждой трубке по полметра столба жидкой фазы внизу. То есть нормально. Больше не нужно, а меньше как бы тоже, наверное, не нужно. Вот полметра. Можно даже меньше, в принципе. Но 25 грамм и так будет отмерить. Придется ставить то ли лабораторные весы, то ли кухонные, которые там могут эти 25 грамм отмерить. Но все-таки, ну, в общем, думаю, сейчас покажем, как это делается. Так, перед заправкой термосифонов решил померить температуру на термодатчиках, которые на зондах стоят. То есть это будут опорные данные для дальнейших наблюдений. Прошло 4 дня, даже 5, после того, как я заправил все сжатым воздухом. В общем, этот спустил так почти полностью, но я пришел к выводу, что это травил клапан Шрёдера. То есть вот этот полностью, и эти чуть-чуть ниже давления было. Вот этот и вот этот. Но я когда закачал сжатый воздух, потом не полностью закрутил колпачок, не сильно, чуть-чуть наживил. И судя по всему, вот через клапана чуть-чуть постравливало. Потому что я повторно опрессовал, повторно промылил. Если есть утечка, то в конце шланга этого самого трубы. Ну, собственно, сейчас буду заправлять, а там жизнь покажет. Если эти трубки перестанут работать, надо будет либо залить что-нибудь туда в самый низ, с тем, чтобы закоксовать
эти свищи. Там же есть возможность, например, для ремонта шин, там что-то из баллончика брызгают, и оно закоксовывает. В общем, посмотрим. Заправим сейчас по 25 грамм этого самого фреона 600. Ну и уже там будем приступать к монтажу компрессора. Тут, если вы обратили внимание, сейчас уже видно, что подключена магистраль. И тут та трубка. И это, то есть выведено. Это я сделал до заправки 600 фреона. По той простой причине, что он все-таки огнеопасен. Даже тяжелее воздуха. То есть теоретически он будет здесь скапливаться. То есть если в дальнейшем буду производить какие-то работы, надо будет эту яму хорошо проветрить перед пользованием открытым пламенем. И только после этого что-то тут делать. Иначе может быть так. Пак! Но я не думаю, что тут большой объем и будет большой хлопок, но будет. Так, выполняем первую стадию заправки термосифонов. Вакуумируем систему. Процесс не быстрый, учитывая, что я приобрел дешевый вакуумный насос, там 24 литра, производительность всего лишь, один из самых слабых, но я его приобрел частично из-за денег, потому что это все эксперименты, а второе, все-таки он двухступенчатый. То есть степень вакуума должна быть повыше. Мы особо никуда не спешим, поэтому нам главная степень вакуума, а за сколько она будет достигнута, это не столь принципиально. Да, стоит этот насос около $90, плюс заправочный коллектор где-то долларов, наверное, 30. В общем, поехали дальше. Вот так приспособил весы, потому что сверху, шланг влияет на показания. Небольшой лайфхак при заправке термосифонов. То есть вот докачал до какой-то степени вакуума, закрываю крантик, потом буквально на какое-то мгновение открываю фреон. Чуть-чуть буквально. То есть запускаем немножко фреона в систему. Так как он тяжелее воздуха, по идее он должен отпуститься в трубке вниз, воздух подняться вверх. Ну, так частично, понятно, смешаться. После этого, ну, он уже закрыт, открываю опять этот самый и откачиваю уже фреон. Причем звук компрессора меняется, вакуумного насоса. То есть откачиваю, потом закрываю, выключаю компрессор и перевернул баллончик. Не знаю, получится снять или нет, потому что там 2 руки надо. Вот. Баллончик в руках. Компрессор выключить. Мне нужен. Так, тут закрыто. Опускаю газ. Баллон перевернут у меня в руках.
Вот он пошел. То есть, и при этом держу руками, грею. Температура, скажем так, что там в земле, что тут, примерно плюс 8 градусов. Вот, наполнилась. Ну, примерно тут уже присобачился. То есть оно дальше качает. То есть прикрыл. Баллон вот перевернут. Поставил баллон на веса. Вот примерно оценить. Было 550. Сейчас 526. Ну, в принципе. Конечно, его в идеале подвесить. Да, ну, здесь потихоньку, ну, выбежало, да. Если не выбегает из этого самого смотрового, подогреваю пальцами, и оно потихоньку выбегает. Ну, немножко нужно подождать, чтобы с трубок тоже все посходило. Я так еще стараюсь прогреть руками. Ну и все. Итак, баллон пуст. Полностью многоразовый. Попробуем заправиться. Не знаю, насколько это реально, потому что когда выкручивал, там остатки газа были, они шипели. То есть такое впечатление. Ну, может, правда, заморозился сам этот клапан Шрёдера, который здесь. Не знаю. Посмотрим. Ну все. Давайте, пацаны. В следующей части мы будем рассматривать компрессор. Как он... Ну да, компрессорная часть. Саму холодильную машину. Как она сделана. Как подключим. Ну, не знаю. В следующей будем вакуумировать и запускать систему. В общем, посмотрю, как будет по времени. Все.